Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам все раскрашенные работы за июнь. Так что, кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. В этом месяце я раскрасила 62 иллюстрации. В том месяце было 70. Ну, я, в принципе, не пыталась как бы сделать столько же или больше. Вот 62 это, такой стандартный для меня, стандартное количество. А особенно учитывая то, что была целая неделя жары, когда очень сложно было что-то делать, то это вообще, я считаю, нормальное количество, в общем. Ну что ж, начну я, как всегда, с больших раскрасок, самых. Во-первых, это кошки. Вообще, и в кошках, и в цветовых квестах мы красим вместе с Оксаной. И в некоторых раскрасках присоединилась Марина, канал Маринины раскраски. Вот, больше я, в общем-то, ни с кем не раскрашивала, поэтому, если что, то это Оксана и Марина. И в конце видео вот здесь вот будут ссылки на каналы девочек. Значит, в кошках мы с Оксаной красим, и красим мы по порядку. Ну, знаете, чтобы друг друга каждый раз не дергать, чего красим, мы уже просто распределили, что именно. Ну, бывают раскраски, где мы распределили по месяцам, а здесь решили вот по порядку. В этом месяце был такой кошак. Я пробовала разными цветами красить, но в итоге я чередую. Один месяц там коричневым, оранжевым, другой вот там черный, серый, что-то в этом роде. Следующее это цветовой квест «Животные». И в этом месяце по плану у нас вот такая зверюга. Здесь мы красим не по порядку, потому что цветовые квесты появились в разное время. Сначала у меня вот этот вот, и много чего я там пораскрашивала, потом уже у Оксаны. Вот, поэтому где-то что-то она догоняет. Ну и все остальное мы так в хаотичном порядке распределили. В общем, в этом месяце у нас вот такая зверюшка. Ну, вообще, несмотря на то, что пиксельная, более-менее понятно, что тут изображено, ну, как бы нормально. А вот в цветовом квесте «Города» у нас вот такая вот иллюстрация была, и я недовольна результатом, потому что, знаете, вот действительно бывают иллюстрации даже пиксельные, симпатичные, там, например, и не жалко фломастеров, маркеров, а здесь вот смотришь на иллюстрацию и понимаешь, ну вот, что жалко время, жалко творческих материалов всяких разных. Следующее это Colortronic, здесь как раз к нам, по-моему, Марина присоединилась. И у нас по плану была вот такая хищная птичка. Мне нравится сочетание цветов здесь. Ну, мятные, голубые – это вообще моя тема. Зеленые тоже люблю. Ну, а что касается розовых, тут, в принципе, нежные оттенки я люблю. Яркие здесь тоже уместны, так что мне нравится. Фон здесь не предполагается, и я, в общем-то, его не стала делать. Хотя, может быть, потом сухой пастелью и сделаю, посмотрим. В общем, вот так. Следующая раскраска – это «Звездные войны». Тут как раз-таки у Оксаны она первая появилась, а потом у меня спустя какое-то время. Это мне тоже Оксана дарила, спасибо тебе огромное, из Питера привезла. Ну, в общем-то, поэтому мы раскрашиваем вместе, но выбираем, кому что нравится. Это все-таки тоже своего рода совместное раскрашивание. Я здесь крашу исключительно карандашами, потом прохожусь блендером от Kohinoor, потом блендером от Карандаш, потому что кохенуровский он сглаживает всякие косяки. Блендер от Карандаш он снова дает вот эту, основу такую восковую.
И потом я натираю салфеткой, чтобы вот такой вот прям глянец получился. Тут даже вон фокус с ума сходит. Мне нравится, поэтому здесь я продолжу и дальше раскрашивать карандашами. Дальше у меня «Дыхание весны». И здесь что, казалось бы, не открыть там, где есть закладка. Но я листаю. В общем, вот эта феечка у меня на фоне сухая пастель Мунга. Ну, а так здесь что? Полихромосы, может быть, здесь на фоне, не знаю, то есть по контуру Монделузы, наверное, дервенты. В общем, всего по чуть-чуть. Потом я даже вот здесь подклеила, хотя у меня вроде лист еще не вываливался, но было чувство, что вот-вот развалится, поэтому я склеила. Потому что, знаете, пока не развалилось, это можно аккуратно склеить, а лист выпадает, уже получается не так хорошо. Так, дальше. Подводный мир. Тут у меня вот эта иллюстрация раскрашена. В данном случае раскраска у меня двусторонняя, то есть фломастерная. Ну и, соответственно, по-простому так раскрашена. Раскраска по номерам для девочек. Здесь совершенно отвратительная бумага. Под фломастеры не подходит, поэтому я теперь раскрашиваю здесь карандашами, потом прохожусь блендером Kohinoor, блендером карандаш и салфеткой. Ну и таким образом, в общем-то, получается более-менее прилично, потому что вот здесь я красила фломастерами. Ну, допустим, насчет полосок здесь все нормально, более-менее. Я как-то старалась, но с обратной стороны, вот видите, какие пятна, ничего хорошего в этом нет, поэтому, да, дальше я уже решила, что ну его. Карандаши надежнее. Раскраска вокруг света по номерам. А тут у меня, так, закладки у меня здесь нет. Тут у меня вот такой сундук со всякими сокровищами. Ну, здесь красила фломастерами, все простенько, такая отдыхалочка. Серия Creative Heaven, вот эта осенняя. Тут в этом месяце я красила вот такую иллюстрацию. Мне понравилось, как получилось, и я тут поэкспериментировала с гуашью впервые. Ну, как впервые? Я, конечно, там фон иногда делала гуашью, ну, просто, да, закрашивала одним цветом. Ну, могла какие-то там точечки поставить, но это так. Мне хотелось что-нибудь еще попробовать. И вот здесь вот, там, где трава предполагается, я взяла гуашь. Гуашь у меня какая-то простая, из фикс-прайса, ей уже много-много лет, когда прям там все совсем дешево было. 6 цветов. Ну и, в общем, здесь я использовала зеленый, желтый, красный. Таким образом, еще получая оранжевый. Ну, красная была очень густая, зеленая очень жидкая, но мне понравилось, как ни странно. Ну, мне почему-то и казалось, что вот в такой вот технике мне понравится раскрашивать, так что, может быть, еще буду повторять. Да, и немножко белой гуаши здесь использовала. И вообще это так оживляет картинку, когда смешиваешь всякие материалы, там карандаши, сухая пастель, гуашь, там акварель. Это немножко оживляет. Ну и плюс тут вот еще такая хорошая прорисовка, и добавила мэджики, да, Kohinoor, фикс прайс, и тоже получилось очень даже неплохо. А тут у меня мэджики из фикс прайс, ну такие, по-моему, двухцветные, которые.
Теперь из этой серии уже такая российская раскраска, ну, в российском издании Танглы. Тут я раскрашивала маркерами мандалу. Вот. Ну, тоже, в общем-то, хорошо получилось. Чё? Яркая. Великолепная книга «Раскраска». Здесь мы красим вместе с Оксаной. Одно время она у нас в планах была постоянно, а потом как-то мы ее забросили. Ну, вернее, там перед Новым годом решили немножко планы поменять, и так ее и не вернули. А тут Оксана предложила пораскрашивать, и я, собственно, согласилась. Была у нас вот эта иллюстрация. На удивление, бумага здесь достаточно тонкая, а брашпены мазали, они обычно вообще-то протекают. Но я была приятно удивлена, потому что здесь они не протекают. Может быть, самую малость просвечивают, но это прям самую малость, не критично, и эту иллюстрацию они не портят. Так что, ну, как-то так пошло, что я здесь практически всегда брашпены мазали использую. «Морской мир» по номерам. Здесь, в общем-то, тоже мне как-то не нравится раскрашивать в этой серии фломастерами, поэтому я использую здесь детскую акварель «Луч». Вот такая иллюстрация, тоже яркая, и в целом мне нравится. Далее идут раскраски по цветам, символам, номера. Фантастические существа. Здесь я иногда использую брашпены, да даже не иногда, а очень часто. Где-то фломастеры. Вот. Ну, вот так вот. Из этой же серии «Принцессы, волшебницы и феи». Тут тоже брашпены частенько использую. Так, а что у меня в этот раз здесь? Вот эта иллюстрация была раскрашена. «Мир вокруг нас». Мне очень нравится эта раскраска. Здесь все иллюстрации просто замечательные. Вот, когда она у меня появилась, я не догадалась купить две и сделать маркерную. Ну и тогда, по-моему, у меня и маркеров не было. Вот. Ну а когда я уже у меня появились маркеры, и я стала из двух одну делать, тут уже было достаточно много раскрашено, поэтому она у меня чисто фломастерная. И здесь у меня раскрашен вот такой вот собакен. Ну, здесь фломастеры марки каждый день, а также, наверное, Центропен, Кохенур возможно, то есть если что-то требовалось. А вот уже большой город. Сначала была фломастерная раскраска, потом я ее из двух одну сделала, и стала она у меня маркерная. И я раскрасила здесь вот это вот. Кстати, смотрите, какой контраст. Фломастеры и маркеры. Сразу видно, насколько вот аккуратнее получается именно маркерами. Ну и здесь бумага не очень хорошая, поэтому фломастеры скатывают бумагу в данном случае. Вот, а здесь все достаточно гладко, и с обратной стороны особенно прикольно смотреть. Я знаю, многим нравится, а здесь вот эта часть вообще как-то вот с обратной стороны прям так реалистично смотрится. И вот здесь вторая такая же иллюстрация, и получается еще и как будто два самолета друг на друга летят, и облачка получились очень реалистично вот именно с этой стороны. Так что тут я результатом очень довольна. Следующее – это модные раскраски для девочек всех возрастов. Третий номер аж за 16-й год. И здесь я грибы раскрасила. Тут, я не знаю, наверное, фикс прайс или Ашан, а тут белые ночи, не акварельные карандаши. Красный и серый. Ну, может быть, я немножко еще серый другой добавила, а может быть, просто с нажимом, где нужно было потемнее.
Мне нравятся эти раскраски. Джулия Ванг, магические фракталы. Вообще в этом месяце я не только начинала новые раскраски, но и продолжала раскрашивать в забытых старых. Вот здесь красила 2 фломастерами марки «Каждый день», розовыми такими, и потом склеила, потому что у меня страничка почти оторвалась, я ее на камеру прям оторвала до конца, раскрасила и потом уже вот склеила скотчем. «Миллион единорогов» Лулу Майя. Эту раскраску я выиграла на канале у Олеси, раскраски.ком. Привет тебе, спасибо огромное. И тут у меня вот такой вот разворот. Здесь я использовала мэджики из Fix Price. Тут либо Берлинга металлик, либо BG металлик, акварель луч детская, сухая пастель. Ну, в общем, вот так вот. Прикольный разворот. Также из забытого старого 150 зажигательных идей, чтобы раскрасить этот мир. Ну, здесь совсем у меня простенькая такая получилась иллюстрация. Такая рамочка. Ну, здесь мэджики и вот эти Kids Fantasy Fix Price, а это тоже мэджики из Fix Price, такие двухцветные, еще первой или второй волны, как говорится. Геоморфозы Кербера Заноса. Тут мы красим вместе с Оксаной. И в этом месяце у нас был вот такой разворот. Вообще, кто смотрит видео постоянно, знает, что я всегда ставила в планы все 7 раскрасок от Керби, но поскольку много там разворотов, я решила отдохнуть немножко, и теперь у меня в планах пока что по 2 будут стоять. Вот, но здесь уж так получилось, что все-таки разворот. Никак его не разделишь, поэтому раскрасили. Но, кстати, я с огромным удовольствием, даже можно сказать, красила, потому что я немножко разгрузила себя, поэтому было психологически легче. Тут у меня Монделуза с размытием, перламутровая акварель луч. Так, всего по чуть-чуть, понемногу. Вот. В целом я довольна. Мария Тролли в час заката. Стараюсь каждый месяц раскрашивать. 1 месяц только я пропустила. Обычно я здесь раскрашиваю карандашами, но в этом месяце решила попробовать акварелью детской. Изначально мне не понравилось и как получилось, и, по-моему, как здесь ложилась акварель. Но по прошествии времени я еще раз открыла раскраску, посмотрела, мне понравилось. И сейчас, в общем-то, тоже. По крайней мере, нормально. Ничего плохого. Далее Ханна Карлсон «Дневные грезы». У меня 3 раскраски от Ханны, но карнавал у меня пока так и стоит, там несколько иллюстраций раскрашены. А вот «Дневные грезы. Рассветный час» я чередую, потому что много всего, что хочется, сами понимаете, задействовать, и поэтому, да, приходится что-то чередовать, даже теперь Керби, и то чередую. Здесь я раскрашивала мышек. Я не знаю, если у Оксаны было время, то, может быть, она тоже раскрасила. Просто вы знаете, что сейчас Оксана чуть-чуть реже снимает в связи, по семейным обстоятельствам. Я рассказывала, Оксана тоже во влоге. Вот. В общем. Здесь у меня металлики Берлинга. Наверное, может быть, здесь полихромосы. А может быть и из Fix Price серые карандаши, что попалось под руку. Сухая пастель Мунга, блестки луч мои любимые. Здесь Эрих Краузе пастельная гуашь. И тут губкой я еще делала такую, как пену. И вот здесь вот еще я закрашивала тоже гуашью или акрилом. Мне нравится, получилась такая шероховатая поверхность, такой вот переход с очень гладкого на очень шершавое, и потом такое что-то средненькое. Вот. Немножко ракурс поменяла, чтобы вот показать. В общем, как-то так.
Следующая – это дикая раскраска. Мне подарила ее Виолетта. Привет тебе и огромное спасибо. Раскраска замечательная. И да, только она, тут перфорация, я немножко была неаккуратна, а у меня оторвалась. Ну, ничего страшного, поскольку вот в конце идут маски, они как бы, это односторонние иллюстрации, и я здесь решила использовать маркеры. Конечно же, маркерами получается значительно аккуратнее. Я использовала вот эту более натуральную палитру, а с обратной стороны вот так. Тоже, в общем-то, прикольно. По крайней мере, неплохо. Мне вообще форзац нравится. Классный такой. Вот. Так что, Виолетта, огромное тебе спасибо. Следующая раскраска – это «Сад времени» Дарьи Сонг, которую я, в общем-то, хочу за год закончить, но, правда, теми темпами, которыми я тут раскрашиваю, явно за год не получится. Значит, я раскрасила вот эту иллюстрацию, тут я уж так заодно прихватила, я сразу не собиралась делать разворот, мне не хотелось, не было настроения. Здесь металлик Берлинга, ну, тут, наверное, детская акварель, скорее всего. Здесь Colorsoft, вот эти, тут у меня 2 новых появилось. Ну, в общем, как-то так. Ничего особенного, но раскрасила. Хотя, вообще-то, моими темпами, если бы я взялась основательно, можно было и за месяц, и за 2 раскрасить. Ну, хотя нет. На самом деле, вот, ой, все, я раскрасила за месяц совершенно спокойно. Но там все-таки разнообразные хотя бы иллюстрации, пусть и бумага плохая. А здесь очень много однообразия, хотя раскраска интересная. Так, это у меня, наверное, в прошлом месяце было, а в этом я еще вот такую иллюстрацию сделала. Тут я экспериментировала с сухой пастелью и трафаретами, то есть вот, и потом сверху водой брызгала, как сказано, в общем-то, на коробке с акварелью, чтобы закрепить. В общем, мне понравилось. Ну, по крайней мере, неплохо. Ну и потом склеила, чтобы раскраска уж окончательно не развалилась. В общем, сам по себе разворот очень даже неплохой. И мне очень понравилось использовать бумагу для выпечки из светофора. Потому что она, в отличие от пергамента, не скатывается снова в рулон. И это более удобно. Так, дальше у меня «Волшебный мир Средиземья». Здесь мы раскрашиваем с Оксаной и раскрашиваем тоже по порядку, чтобы уже не дергаться, а точно знать, что в теории здесь разворот, как я понимаю, но мы решили, нет, вот по одной иллюстрации в месяц и вполне будет достаточно. Единственное, что, возможно, я исправлю, это вот тут вот пройдусь этим блендером. Возможно, но это не точно. Здесь у меня полихромосы, дервенты, мэджики, фикс прайс, ашан, белые ночи. Нет, знаете, хотя я не помню, вот здесь вот в кюветках была, то есть, возможно, где-то немножко здесь и виста артиста присутствует. В общем, всего по чуть-чуть. И детская акварель. Такая вот иллюстрация. Сейчас я немножко подниму вот так, чтобы показать. В этом месяце я начала раскраску из другого измерения. Ну, начала я ее простенько, вот с такой. Вот это что у нас? Забавные параболы. Здесь я использовала акварельные карандаши Сонет. У меня их 6 штук, когда-то брала на пробу. Ну и решила использовать. Использовала желтый и красный. Вот. Такая была отдыхалочка. «Животный мир», 16 витражных раскрасок. Ну, она у меня появилась одной из первых в этой серии. Я вот говорила, я не помню, Алла мне дарила или нет, какую конкретно, не помню, может быть, другую. Здесь бумага не подходит под фломастеры, поэтому я стала раскрашивать тоже акварелью. Но в этой раскраске пока какая-то беда. Всякая мешанина вот... Меня эта иллюстрация немножко разочаровала. То есть сами обитатели этой странички мне нравятся. То есть лягушки, ящерицы, хамелеоны. Это мне все очень нравится. Вот эти листочки классные. Но как-то все очень-очень пестро.
Вот. Но зато акварель, вот, пожалуйста, хорошо себя ведет, никаких проблем. Также я в этом месяце начала вот эту раскраску, которую мне дарила Оксана. Еще раз привет и огромное спасибо. Раскраска хорошая, но долго у меня почему-то лежала без дела. А вот сейчас я решила, думаю, начну-ка ее, и начала вот с этого разворота. Такая прикольная морковка, и получилось довольно-таки позитивно, жизнерадостно. Хотя, честно скажу, что когда я ее раскрашивала, у меня вообще что-то были абсолютно беспричинные слезы. Вот, и вообще дурное настроение, но я рада, что оно сюда как бы не передалось. И все такое позитивненькое. Ну, у меня рядом оказались просто вот там полихромосы, вот они лежат здесь в коробке, и я представила, какие мне нужны цвета, и думаю, я лучше отсюда возьму, хотя также в этой коробке лежат и другие, ну, в общем, решила взять эти. Тут у меня терракотовый, коричневый, такой салатовый какой-то, еще я один дервент, по-моему, здесь взяла, да, и сухая пастель мунга, вот. Дальше прекрасные сады. Появилась она у меня где-то года полтора, наверное, назад, раскраска. В принципе, она хорошая, но она стала сразу разваливаться, и не только у меня. Хотя, мне кажется, по-моему, там, если память мне не изменяет, по-моему, было несколько вариантов. В том смысле, в каком-то разваливалась, в каком-то нет партии. В общем, я раскрасила вот эту. Когда у меня только она появилась, была сделана эта иллюстрация, а потом вот эта. Чем красила здесь, не помню, потому что это было давно, а здесь фон сухая пастель, тут вот полихромосы, а тут вот лира Рембрандт акварельные без размытия. Вот, и потом я сразу здесь склеила, здесь я использовала скотч пошире, а потом я посмотрела, здесь же есть рамочка, и вот один из плюсов рамочек в том, что за счет этого можно взять какой-нибудь тоненький скотч и сразу все проклеить, потому что здесь все листы были, вот они развалились в день покупки. Поэтому я вот так вот узеньким скотчем проклеила, и вроде как все нормально. Дальше у меня идут раскраски от Клевер, 3 штуки. Это, во-первых, пейзажи. Так, значит, вообще за все 3 раскраски из этой серии огромное спасибо Марине и Юле, канал Маринины раскраски, потому что девчонки мне подсказали, где одну купить раскраску, ссылку кинули, потом нашли еще 2. В общем, спасибо огромное, это вообще моя мечта была. Вот. Я здесь раскрасила вот эту иллюстрацию. И, по-моему, Марина раскрашивала, и Оксана тоже раскрашивала, в общем, присоединилась. Девчонки и Оксане такую раскраску нашли, что здорово. Вот. Так что раскрашивали вместе. Тут мне понравилось, как получилось. Иллюстрация сама по себе симпатичная, абсолютно не жалко на нее было фломастеров. В общем, нормальный такой результат. Следующее – это животные. Это как раз вот 3-я раскраска. Я прямо о ней очень-очень мечтала. И начала с первой иллюстрации, такой вот туканчик. Но тут я использовала разные фломастеры, в основном те, которые протекают, пользуясь тем, что иллюстрации односторонние. Тут вот Икея, еще что-то. Хотя были и те, которые особо и не протекают. Яркая, позитивная получилась. И 3-я раскраска в этой серии – «Волшебные миры». Тут у меня такая, знаете, немножко разочаровашка, но в том плане, что как-то вот и в ответах, и так получилась вот эта часть очень невнятной. А вот фон мне очень понравился, как получился. Но все равно я раскрашивала с удовольствием. Они прям классные. Снова волшебные раскраски «Мир игрушек». Она у меня
появилась в марте, насколько я помню, на день рождения. И здесь уже из двух одна сделана чисто под маркеры. В этот раз я красила вот эту. Ну вот маркеры вот эти всякие, там мазари и тому подобное. С обратной стороны вот так. Из этой же серии «Мир сказок», но она у меня давно, поэтому двусторонняя и фломастерная, соответственно. Тут у меня волчище. Вот такое вот волчище. Раскрашивала, естественно, фломастерами. Все по-простому. Но раскраска замечательная. Такая добрая, классная. В этом месяце также у меня дошли наконец-то руки до Златовласки. Потому что купила я ее у Милы еще в декабре. Это была покупка абсолютно незапланированная. Я приехала за осенней раскраской, купила ее и заодно поняла, что я очень хочу вот эту. Я, в принципе, понимала, как ее буду раскрашивать, но почему-то все как-то то руки не доходили, откладывала, то желания не было, еще что-то. А тут думаю, нет, надо ее начать. Ну и надеюсь, что теперь дело пойдет. Возможно, поставлю ее и в этом месяце в планы. Собственно, почему я ее и раскрасила? Потому что я думаю, если я ее в планы не поставлю, то я так за нее и, в общем-то, не возьмусь. В итоге начала я вот с такой иллюстрации. Здесь я использовала всякие мэджики. Вот здесь, вот здесь. Тут вот полихромосы были, кожа дервент, берлинга металлик вот здесь вот, и может быть где-то еще здесь. Ну вот. А мне понравилось. И, в принципе, результат понравился. И вообще было очень приятно раскрашивать. Единственное, что печать здесь плохая. И если карандаш, вот, например, Derwent Watercolor, он такой жестковатый. И здесь прям вот печать, вот видите, вот здесь вот пальцы, как будто у нее грязные. Ну, то есть, например, акварель сюда вряд ли подойдет. Я даже думаю, точно не подойдет. А вот для карандашей идеально, но по возможности лучше выбирайте что-то более мягкое. Вот. Ну, просто кожу я именно использую Derwent. Ну, вот. Короче говоря, для более мягких карандашей, как мне кажется. А так рекомендую. Это, по сути дела, может быть просто даже, знаете, такой отдыхалочкой, но при этом с хорошим результатом. «Волшебный мир». Ну, здесь, знаете, что тоже цветовая подборка не всегда прикольная. Я вот на День космонавтики или на День астрономии раскрашивала, помню, вот такой себе подбор цветов меня здесь разочаровал. А в этот раз я вот эту иллюстрацию красила. Ну и, в общем, нормально. Оптические иллюзии давно не затрагивала раскраску, очень давно, и решила, что пора к ней вернуться. И раскрасила вот это двумя фломастерами марки «Каждый день», потому что бумага здесь тонкая, а эти фломастеры хорошо себя тут ведут, более-менее. «Хрупкий мир» Кербера Заноса – это одна из двух раскрасок, которые у меня были по плану в этом месяце. И раскрасила я вот такую зверюгу. Вот. Ну, если у Оксаны будет возможность, она присоединится. Ну, в общем, опять же, по той же самой причине. Здесь я использовала разные и полихромосы, и сухую пастель Мунго, и абсолютно на бабочке. Там и белые ночи карандаши. В общем, к чему тянулась рука, какие цвета подходили. Тут, наверное, дервенты были, и, может быть, Ашан, Фикс Прайс, не знаю. Всего по чуть-чуть. Но в целом результат мне понравился. Вообще вот это обилие бабочек прям так как-то украсило иллюстрацию. Забавно. Теперь у меня будет целая стопка вот этих раскрасок всяких формата А5.
Начну вот с этой цветы. Я очень люблю эту раскраску, но она у меня уже как-то давно, ну там много чего раскрашено в разное время, но как-то она стояла на полке, думаю, надо-ка ее продолжить раскрашивать. И в этом месяце я здесь вот эту иллюстрацию раскрасила, ну, фломастерами, а фон я не помню, карандашами или чем. Ну, в общем, я думаю, не суть. Следующие лисы и совы. Так, тут у меня еще нет закладки. Сейчас. Вот эта сова. Раскрашивала пастельными карандашами Берлинга. Удивительные животные. Обожаю эту раскраску. Она, конечно, прекрасна. Просто прекрасна. И пока что я раскрашиваю тут по порядку. В этот раз сова, прям совиный месяц. Вот. Ну, тут у меня акварель, карандаши. Вот здесь карандаши, листики карандаши. А фон детская акварель, луч, наверное. Ну, в общем-то, я всегда пользуюсь этой акварелью, обожаю ее. А раскраски по номерам. Сейчас сразу... Она у меня не в планах, ну, понятное дело, уж она совсем простенькая. Сейчас я ее как бы найду. Здесь у меня 3 иллюстрации. Я раскрасила, значит, что здесь было. Вот это вот девочка. Так, дальше... Сейчас найду. Вот эта рыбка. И еще где-то там в самом ближе к концу. А может быть и в самом... Нет, не в самом конце. Почти. Вот. Вот это солнышко. Ну, здесь фломастеры в основном марки «Каждый день». Опять же, они мало где просвечивают. Здесь себя ведут относительно прилично. Далее котики, мурмур-терапия. Наконец-то дошли руки раскрасить вот этого котейку. Сам кошак у меня масляной пастелью Пинтель раскрашен. Фон сухая пастель. Белая ручка. Ну, а здесь карандаши. Тоже, наверное, это Лира Рембрандт. Это, наверное, Ашан 50 цветов. Это Фикс Прайс. Ну, в общем, да. Такая вот иллюстрация. Ну, вот так вот лучше показать. Следующая раскраска – чай и кофе. Тут у меня вроде как вот это. Сейчас я сверюсь с блокнотом. Да, я раскрасила именно это. Ну, тут карандаши, и, соответственно, потом я натирала все это салфеткой до блеска. Мне очень нравится вот такой вот эффект. Удивительные цветы, тоже замечательная раскраска. Тут я раскрасила вот этот цветок, такой букетик. Тоже это Лира Рембрандт без размытия, а тут, наверное, полихромосы. Да, я еще тогда говорила, что мне понравилось там сочетание. Вот. Лесные феи. Тут я раскрашивала пастельными карандашами Берлинга. Ну, как-то мне здесь хочется раскрашивать именно этими карандашами. Да и вообще они просто классные, красивые карандаши. Вот. А фон я делала химическим карандашом Кохенур. Но изначально я хотела делать такой больший нажим.
Хюге. В Хюге я раскрасила вот эту простенькую иллюстрацию, но здесь, ну, как бы все равно ж надо раскрашивать. Фон сухая пастель, а здесь карандаши. И потом я все это дело, как всегда, салфеткой натерла для блеска. Загадочный лес. Эта раскраска тоже мне очень нравится. И вот эта иллюстрация раскрашена, улитки. Здесь карандаши Ашан 50 цветов, ну, еще какие-то, и фон сухая пастель. Улиток и листики я прям тоже натерла до блеска, чтобы, в общем, чтобы был такой контраст. Мне еще нравится, чтобы матовое и глянцевое было на контрасте. Вот пока раскрашиваю по порядку, практически только вот этот разворот, он мне нравится, но я еще не раскрашивала. А так вот. Но это еще не все. У меня еще небольшая стопочка. Во-первых, «Мир цветов» Джоанны Бесфорд. В прошлом месяце, да и даже в апреле, я как-то так получилось, что продвигала раскраску «Айви и чернильная бабочка». Ну, так уж получилось. Вот. А в этом месяце мне захотелось здесь пораскрашивать немножко, продвинуть. Ну и я сделала вот такую иллюстрацию. Тоже просто детской акварелью и фон сухой пастелью. Вот, собственно, и все. Ну, все-таки хоть что-то. Следующая раскраска вот такая, «Летний сад». Мне ее подарили Марина и Юля. Спасибо огромное. Раскраска замечательная. Я ее сразу же начала. И начала вот с этой иллюстрации. Кстати, грибочки повторяются, как... Ну, в общем, раскраски для девочек всех возрастов. То есть их сюда, видимо, приделали. Классно. Здесь иллюстрации такие классные, компоновка хорошая. Вот. Ну, я тут разными карандашами, мэджиками, тоже и полихромосами, и всякими разными. «Белые ночи». Использовала всего по чуть-чуть, что подходило, что попадалось под руку. Вот. Так что спасибо за подарок. Еще раз. «Прекрасные цветы». Я обожаю эту раскраску, как вы знаете. И в этом месяце я раскрасила вот мандалу. Потому что обычно я сразу старалась выбирать цветочки пореалистичней. Но я подумала, что надо и мандалу раскрасить. Она здесь очень красивая. Раскрашивала Берлинга пастельные карандаши, а потом блендер от карандаш и салфетка. Поэтому получилось так вот, прям такой глянец. Этой работой я довольна. Ну и в завершении будут 3 книжки-малышки из серии «Я люблю раскрашивать». Значит, вот эту раскраску мне тоже подарила Марина и Юля. Еще раз огромное спасибо. Девчонки мне предложили выбрать, какую я хочу раскраску. Ну и, соответственно, как только она мне пришла, я решила начать. Вот. Начала с этой иллюстрации. Тут у меня полихромосы, но в разном сочетании. Желтый, оранжевый, коричневый, желтый, терракота, коричневый. Ну, в общем, вот как-то так. И потом немножко так салфеточкой я натерла. Но, правда, здесь не сильно. Вот. Замечательная раскраска. Дальше я люблю раскрашивать морских единорогов. И тоже мне подарила Марина и Юля. Еще раз огромное спасибо. Напоминаю, что ссылки там вот наверху будут в конце.
И здесь мы красим вместе с Мариной и с Оксаной. В этом месяце была вот такая иллюстрация. На фоне у меня фломастеры с размытием, потом белая ручка, маркеры, и еще здесь маркер нулевка. Видите, такой эффект получился. Потом пастельная гуашь, карандаши. Карандаши, по-моему, пастельные были. Ну вот, в общем... Вот такая иллюстрация с обратной стороны. Так все выглядит. И... еще 2 целых. Значит, я люблю раскрашивать единорогов. Но это самая первая у меня раскраска появилась из этой серии. Она уже, как видите, такая пухленькая. И у меня есть полистушка, что я там уже раскрасила. А в этом месяце я себе выбрала вот такую. Здесь у меня акварельные карандаши Vista Artista и... металлики, наверное, Берлинга, скорее всего, или же BG металлик. Не помню, что у меня там под рукой оказалось. Так, и еще раскраска. Я люблю раскрашивать фламинго. Ее мне подарила Виолетта. Привет тебе. И огромнейшее спасибо. Раскраска потрясающая. Она и, конечно же, и в тему, и в моих любимых цветах. Я обожаю всякие мятный, зеленый, цвет морской волны. Ну, вот всю такую тему. Тут у меня сделано 2 работы. Я брала с собой в парк. Сейчас покажу, что я здесь раскрасила. Сначала я раскрасила этого фламинго. Тут у меня пастельные Берлинга и Vista Artista с размытием. А вот здесь я еще в тот день купила себе дервент, который графитовый. И вот здесь, по-моему, без размытия, здесь с размытием. В общем, вот. Единственное, я вроде как припоминаю, я хотела... сделать фон. Но потом передумала. Я сейчас смотрю, что фон здесь совершенно не нужен. Он как бы лишний. Наверное, не знаю. Вот я сейчас сомневаюсь. И еще одна иллюстрация, которую я в тот же день начала в парке и потом закончила уже дома. Здесь те же самые материалы. Это пастельные... Это пастельные карандаши. И вот это вот графитовый карандаш, который я здесь размыла. Причем вот здесь я размывала, здесь не размывала. Очень красивый карандаш такой, цвет у него потрясающий. И потом вот и после размытия, и без размытия он классно смотрится. Ну, здесь вроде как не протекает, ну а так я его еще больше нигде особо не тестировала, поэтому мне как бы сложно сказать. Вот, тоже замечательная раскраска. Еще раз спасибо за такой подарок. Ну что ж, вот столько много я раскрасила, в принципе. На самом деле, главное, что я много задействовала раскрасок. Это даже прям для меня важнее, чтобы раскраски не лежали. Ну, канцелярии, наверное, я не так много использовала. Хотя, учитывая, что я использовала Vista Artista и Сонет, это вообще хорошо, потому что они у меня, как правило, лежат. И вот гуашь задействовала не только для фона. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.